Всем доброго дня, я Наташа Комиссарова и добро пожаловать на мой канал. Очень долго думала, подключаться или нет, потому что работы у меня немного, очень много я переделывала за последние 2 месяца этой весной, и видео о процессах за весну так и не вышло, но все-таки решила подключиться, чтобы показать, что я делаю, чтобы это просто запечатлеть, и видно было, как вещь, скажем так, рождалась. Так как она выглядела все-таки в сыром виде, не постиранная, и как это будет уже выглядеть в готовом изделии. Подключение будет очень коротенькое, потому что показывать в принципе нечего много, потому что очень много я переделывала и в принципе времени особо не было. Ну давайте перейдем. Первое — это вот этот вот мой свитер, который я долго делала. Он уже почти готов, но я остановилась вот на этом месте, на вывязывании, как он называется, ростка, да, горловины, потому что сделала глупость. И, кстати, обратите внимание, если будете делать тоже полосочки, если вы вяжете снизу вверх, то полосочки лучше всего и удобнее всего делать по четному количеству рядов. У меня здесь 3 ряда, и сейчас, например, когда я дошла вот до этого места, до горловины, мне нужно менять цвет и добавлять отдельно нить вот здесь вот, что очень неудобно. Если бы у меня было четное количество рядов, я бы просто-напросто вернулась сюда, имела возможность сюда вернуться и вязать дальше другим цветом, как надо. Но из-за того, что у меня количество рядов нечетное, то мне придется все-таки здесь добавить цвет следующий. Поэтому у меня это уже лежит, наверное, недели 2. Я никак это закончить не могу, но, наверное, ничего другого я здесь не придумаю. И надо просто добавлять все-таки этот цвет дополнительный именно посередине. Подозреваю, что здесь это может быть видно, может быть какая-то дырка или еще что-то, но другого выхода нет, уже менять ничего не буду, потому что просто поздно уже. Но свитер почти готов. То есть здесь чуть-чуть осталось еще пару рядов ростка и оформить горловину, и все. В принципе, вот так он выглядит. Ну, подрезы, наверное, еще закрыть. Смотрю, тут не закрыто еще. Вот, и будет очередной свитер. Честно говоря, когда я показала вам его в прошлом видео, в конце, мне он показался каким-то таким очень ярким, и мне подумалось, что все-таки для Яны это будет слишком такой девочковый свитер. Но сейчас, вот когда он уже почти полностью сделан, в полном как бы объеме, то нет, он не такой яркий. Может, конечно, у вас на видео он более яркий, чем на самом деле, но нет, его можно носить мальчику, и думаю, что это будет нормально. Ну, конечно, потом уже, когда его сделаю, еще раз померю на него, посмотрю. Ну, вроде бы должно быть неплохо. Надеюсь, он еще не вырос из него. Вот такой у меня процесс. Не очень удобно вязать это, потому что вот эти вот все нитки, они постоянно перекручиваются, переплетаются, но уже закончить надо, раз уже начала. Тут совсем чуть-чуть осталось. Плед свой я закончила, кстати. Плед или коврик, не знаю, как его назвать. Но все еще заправляю ниточки, потому что их там просто жуткое количество, и надо как-то с этим все закончить. Еще одна моя работа, которая тоже подходит к завершению, я вам ее не показывала раньше, это новая работа. Это блузка или, не знаю, майка для меня. Я ее делаю из вот такой вот пряжи. Я ее купила, у меня, кстати, 2 бобинки таких. Вот, я 8 нитей вяжу. Я ее купила как хлопок со льном, 50% хлопок и 50% льна, но вот я вяжу из нее, то мне кажется, что хлопка здесь как бы нету. Если он есть, то его явно здесь не 50%, может каких-то, ну не знаю, 20 или еще что-то, потому что нитка очень жесткая. Даже по сравнению с той пряжей, когда я взяла Drops Bomul Lin, то это намного жестче нитка. Она совсем по-другому ложится, чем ложилась бы, если бы здесь был хлопок. У меня здесь вот написано вот такое. Вот я не знаю вообще, кто это производитель. Наверное, первая строчка — это производитель, потому что SRL по-итальянски — это вроде бы какая-то фирма, обозначение фирмы, предприятия. В принципе, здесь написано, что это лен. И я была бы склонна считать, что это лен. Цвет тоже совпадает с тем, что здесь написано. Не знаю насчет метража.
но все-таки мне кажется, что это лен, что хлопка здесь практически нету. У меня было 600 грамм такого цвета. Здесь осталось, наверное, каких-то, не знаю, 200, наверное, в этих двух бобинках. И давайте я вам покажу, что у меня выходит. Цвет очень красивый. У вас он чуть-чуть ярче, по-моему, выглядит, но более-менее похож. А вяжу я вот такое вот. Что-то вот такое. Я долго думала, что же мне, ну, как мне это оформить, потому что мне цвет очень нравится. И ввиду того, что я пряжи много купила бобинной, я могу теперь связать себе что-то, потому что у меня вообще ничего нету практически вязаного. Поэтому я решила все-таки что-то связать на лето легкое. Тот свитер, который я вязала ажуром, он все-таки довольно толстый, там толстая нитка, был из дроп сафран сделан, и в нем все-таки будет жарковато. То есть я его уже надевала, и больше, чем на температуру 20 градусов на улице, его надевать неудобно, потому что в нем все-таки жарко. Несмотря на то, что он довольно дырявый. Поэтому я решила связать себе что-то вот из этого льна. Я все-таки буду называть это льном, потому что мне кажется, это лен. Посмотрите, у меня здесь моток. Вот. И ну, жесткая очень ниточка. И решила себе связать что-то такое, без резинок, потому что резинки, конечно, не держит. И просто вот так вот здесь такой ролик был бы, начинала с лицевой глади и точно так же закончу лицевой гладью. Я делала тут несколько образцов, чтобы подобрать спицы. Это у меня было, ну, конечно, да, большой образец, но я не делаю образцы вообще никогда. Единственное, когда я их и делаю, только для того, чтобы посмотреть, как выглядит полотно, на каких спицах. То есть расчеты по образцам я никогда не делаю. Это на 3 миллиметрах связано, а это было связано на 2,5. И, по-моему, ну, конечно же, на 2,5 намного лучше это выглядит. И там, по-моему, 8 ниток. Уже не помню. Но здесь оно совсем дырявое, а здесь оно, конечно, дырявенькое, но лучше это все выглядит. Это после стирки оно так выглядит. Здесь я делала еще резинку, но, конечно же, резинки тут вообще даже трудно понять, что это резинка. Так что резинку я не делала вообще в этом изделии. Вяжу на спицах 2,5, так и осталось. И оно как бы сейчас, оно, конечно, дырявое, но я знаю, как себя ведет лен. Я один раз постирала этот образец, и он уже выровнялся намного. То есть, если вы посмотрите вот здесь, вот, то совсем по-другому выглядит образец, правда? И плюс я знаю, что лен в процессе стирки каждый раз, после каждой стирки, он все больше и больше разбухает и больше раскрывается. Я вам сейчас покажу свитер, который связан наполовину, кстати, из хлопка. Это то, что у меня было в обзоре. И я его вязала тоже на 2,5, и тогда он был, ну, такой нормальный. То сейчас вот после многих стирок он просто стал, ну, дубовый. То есть этот вот лен внутри, он настолько разошелся, и хлопок тоже, что он забил вообще все отверстия, все дырочки. Видите, как он плотный? И подозреваю, что точно так же может быть и с этим изделием. То есть я этот свитер хочу переделать, я хочу его распустить и переделать на больших спицах, потому что, ну, очень плотное теперь стало полотно, ну и, конечно же, мы выросли из этого. Просто попробовать, посмотреть, как это будет выглядеть на больших спицах. Но, зная это, я решила вязать это на 2,5 здесь, и чтобы это полотно все-таки имело место здесь, куда раскрываться. Ну, как бы вам показать, как оно, насколько оно дырявое. Давайте я посмотрю, вот так вот положу. То есть видно, правда, что оно очень просвечивающееся. Да, вначале надо будет, конечно, что-то носить вниз под этот свитер, какую-то маечку на бретельку или что-то такое. Но такой, в принципе, был расчет. Посмотрим, как оно будет дальше себя вести. Но часть свитера я постирала. Например, вот у меня есть этот рукав, а этот рукав я стирала, чтобы делать дальше расчеты. Посмотрите, какая разница. Полотно, во-первых, оно драпируется, оно настолько пластичное стало, то есть совсем другое.
вытянулась очень в длину и в ширину усела. То есть просто мне кажется, что петли здесь разровнялись в другую чуть-чуть сторону. Более того, когда вот здесь вот я вяжу, такое ощущение, что здесь идет косина, правда? Здесь. Ну и видно тут, что намного шире, чем вот, например, здесь, где я уже эту часть постирала. Полотно очень-очень приятно выглядит. Оно ровненькое, оно очень выравнивается, оно, видите, драпируется. То есть думаю, что на лето это просто будет замечательное изделие. У меня много льна этого бобинного, я много его купила, разных цветов, и, конечно же, хочу сделать несколько разных изделий, очень хочу сделать что-то ажурное. Ну, на это, конечно, время надо. Вот, так что такое у меня еще изделие, тут совсем чуть-чуть осталось. Делаю, опять же, регланом обыкновенным. Здесь двойная петля, здесь сделала еще изнаночную. Посмотрим, как это будет выглядеть. Это, конечно, не сильно там будет держаться, но просто, чтобы хоть что-то сделать такое другое здесь, не одну линию. Вот. Ну, в общем, чуть-чуть мне осталось уже тут тоже. Думаю, что недели 2-3, как раз вот к началу июня я это все закончу. Здесь делала прибавки. Сначала после 15 сантиметров, а потом каждые 20 рядов. И последние 2 прибавки делала здесь вот каждые 10 рядов. Чтобы чуть-чуть рукав. Ну, рукав и так широкий. Тут без проблем. И здесь вот на этом полотне я решила чуть-чуть ближе, тут, наверное, нет у меня, но вот тут вот ближе уже к концу тоже делать прибавки. И здесь их у меня, наверное, сколько? 1, 2, 3, 4 здесь тоже будет. По обоим бокам делала по 4 прибавки, тоже, чтобы хоть чуть-чуть расходилось полотно, чтобы не надо было делать эти ряды для выточек. По-моему, это тоже хорошая идея, чтобы не делать их поворотных рядов, а выглядеть будет похоже. Вот такой вот у меня еще процесс. Этот у меня клубок уже заканчивается, но я уже размотала еще один. Вот у меня. Так что очень думаю, что этого мне хватит, и еще под достатком будет, еще останется. Вот. И еще один процесс, который я вам покажу. Я начала вязать, как я и обещала маме вязать безрукавку. Безрукавку я вяжу из меринос, это заявлено как меринос, но он жутко жесткий. Я не знаю, в чем дело, или пропитка, или что. Я когда делала образцы из этого мериноса, посмотрите, какой он. То есть вообще просто очень сильно скручена, очень сильно пропитка здесь. Причем, что это клубок я уже постирала раз. И высушила, и свернула, обратно скрутила. Я, когда делала образец, то я этот образец даже сварила в микроволновке. И тогда он раскрылся. То есть я подозреваю, что это изделие можно будет спокойно стирать в машине, там чуть ли не на 60 градусах. Раскрывается, но, опять же говорю, так, очень надо постараться, не знаю, или замочить как-то, или что, но без понятия. Вот на какой стадии у меня эта безрукавка. Делаю пока резинку. Кажется, что полотно жутко косит, тоже, видите, в ту сторону. Или просто так это лежит, не знаю. Посмотрю, конечно. Сейчас резинку вяжу на 2,5, 2 на 2. Но из-за того, что довольно жесткая нитка, то так не очень приятно это вязать. И поэтому со скрипом это тоже продвигается. Но в любом случае мне надо все равно к концу лета ее сделать, к осени. Так что я особо и не спешу с этим. Вот такой у меня тоже процесс. Безрукавка будет, думаю, что с узором, с какими-нибудь косыми переплетениями сделать. Или такой, знаете, стандартный, где идет, например, 5 лицевых и переплетение. 5 лицевых или переплетение. Это, по-моему, самый такой классический узор для безрукавок. Вот. И, в принципе, это все. Это все, что я сейчас делаю. Очень много планов, но очень мало времени. Так что из этого получится, я вам покажу вскоре. Думаю, что в начале июня мне все-таки получится это все быстренько закончить и показать вам, что же из этого получилось. А сейчас спасибо большое за внимание и до новых встреч!